Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад. Сентябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. У нас сегодня 2 колоды карт. Их мы можем назвать как метафорические карты, которые больше подаются с позиции позитивной психологии. И мы их вот так и рассмотрим, потому что жизнь наша не бывает полностью предсказуема. И, наверное, в наше переменное сложное время очень важно не зациклиться где-то на нашем именно шаблоне, на нашем видении. Почему? Потому что возможности будут приходить, особенно для вас, там, где мы их можем меньше всего ожидать. Кому более интересно, я оставлю ссылки в описании под видео. И сентябрь – это начало осени, очень важного периода большой ретроградности, когда планеты – такие основные влияющие игроки на астрологическом небосклоне будут как раз, могут, по крайней мере, возвращать нам какие-то истории. И это не есть что-то из нуля, то, что мы начинаем состояние выбора, а либо мы должны что-то продолжить совершенно в новом контексте, либо должны что-то подвести под знаменатель, под какой-то итог. Так вот, кому интересно, я оставлю ссылки на разные транзиты в описании под видео, а также ссылка на мой сайт. Есть и гороскоп планетарный до конца 2024 года, где я постаралась совместить все эти транзиты, чтобы в итоге вывести одну составляющую. Потому что с первых дней сентября уже планета Плутон будет в ретро-движении в знаке зодиака Козерог. Последний реверанс в знак зодиака Козерог. И это правда, потом будет что-то меняться. Но, видимо, какие-то дела мы должны завершить. Или есть в жизни каждого из нас что-то очень важное, что мы должны с собой взять в будущее. Но мы идем вперед. У нас сентябрь 2024 года. Итак, что придет? На первой колоде карт, это колода карт поддержки патронажа ангелов. Что завершится или что уйдет, имеется в виду не обязательно, что кто-то уйдет или что-то буквально, хотя может быть и так, и я допускаю это, но все же это подразумевается больше, когда вы можете начать какое-то дело или действительно то, что тянется, может быть, какое-то продолжительное время, вы можете к этому итогу и подвести. Что будет продолжаться, чем не соблазняться, что может помешать, иными словами, на что соглашаться, что будет важно не упустить, а вот как раз больше продолжить, и чего опасаться. 3 главных события. Колода карт 78 дверей, принципиальное значение имеют двери, открыты или закрыты. Каков ключ, чтобы их открыть, эти двери? Давайте узнаем. Опять же подсказки. Может быть, это ситуация какая-то или сфера жизни. Первое событие. Второе главное событие. И третье событие, с чем вам придется взаимодействовать. Итак, что же придет? Прекрасная карта. Это когда вы полны сил. Когда хватит буквально и физических сил, так и эмоциональных сил на все ваши планы свершения. Но карта не подразумевает, что мы буквально с места в карьер куда-то рвемся, выносим вердикты. Нет. Больше карта где-то говорит о том, что мы можем даже захотеть некоторого уединения, или мы настроены сохранять эти силы, но только лишь для того, чтобы направить их в нужное русло или направить их на те дела, вопросы, которые сейчас стоят в сентябре на повестке месяца, что сейчас наиболее важно. И эта карта еще одновременно и защиты, помощи. Когда вы с чем-то определяетесь, это карта уверенного положения и вашей как бы устойчивости к внешним событиям и к тому, что вы сейчас можете осуществить что-то очень важное. Именно вот для каких-то более глобальных, может быть, решений сентябрь месяц – идеальное время. И если мы говорим о чем-то более важном, карта подсказывает 2 направления. Первое. Либо нам что-то угрожает,
И мы должны быстро решить, может быть, вопрос. Быстро это тоже не значит, что, где-то поддаваясь импульсу, может быть, эмоций. Нет, все-таки продуманность. Или не упустить, опять же, какую-то счастливую возможность. Вот эти два направления либо угрожают, либо что-то не прошляпить, мои дорогие представители знака зодиака Рак. Вот это что приходит? Как минимум две какие-то возможности для вас определенно будут. И в герметической колоде Таро эта карта называется «Великой мощи». Поэтому вот эта вот мощь, она должна быть употреблена на доброе дело. То, что для вас будет служить хорошим продолжением. Самое главное, каким-то прогрессом. Не должно быть каких-то действий в пустоту. Может быть, где-то это ваш будет такой настрой. Что уйдет или что вы сможете решить? Это так выглядит 15-й аркан. Он называется «Эго». А вообще мы знаем, это карта дьявола. Это, безусловно, сильные эмоции. И карта называется «Иллюзия». Есть еще и материализм конкретно в этой колоде, так называется. И мы знаем, что да, 15-й аркан, он нам помогает, с одной стороны, быть в хорошей физической форме. Это со знаком плюс. Все же любые арканы проигрываются в разных значениях. Есть и то, что для нас помогает, но есть и момент негативный. Вот для нас задача какой-то негатив, его нейтрализовать и воспользоваться всем тем, то, что нам подсказывает этот аркан. Поэтому сил как будто хватит, как раз вторит первой карте. С другой стороны, мы не должны быть чересчур в какой-то зависимости. Будь то от денег, если мы про материализм, или это еще карта страсти. Мы хотим сделать что-то по-своему. У нас птицы, посмотрите, в клетке. То есть, если мы буквально зациклимся вот на своем видении или на каком-то одном шаблоне, мы становимся более уязвимы, потому что нами легче манипулировать. Имейте это в виду. И это может проиграться у каждого в какой-то своей сфере. Но это в позиции, что уйдет. Может быть, вы как раз разгадаете чей-то хитрый план. Или какую-то тему, проблему, или ваше занятие, может быть, это работы касается. Вы как раз можете очень так хладнокровно оценить и понять, стоит ли мне что-то продолжать или нет. Стоит ли мне быть у кого-то на крючке, может быть, и отношения, или нет. Ангел открывает как раз дверцу этой клетки, и птица может вылететь. Здесь именно изображен ангел. Какие-то новые решения, видимость ситуации совершенно в каком-то другом ракурсе у вас будет в течение сентября. Я бы сказала, меняются ваши взгляды. И то, что вам казалось прежде незыблемым, в сентябре может быть подвергнуто, вашему пересмотру. Или пусть это будут отношения у кого-то по части работы. Вы меняете где-то себя, потому что либо какая-то обстановка уже достигла своего пика, и нужно с этим что-то делать, либо обстоятельства тоже на вас воздействуют таким образом, или какая-то история или тема вашей жизни, она тоже достигла какого-то предела, как будто дальше уже так не может продолжаться. И может это быть сродни, когда «да мне надоело». И тут у каждого по-своему. Карта эго – это тот наш внутренний импульс, когда эмоции рвутся наружу. Но если мы в позиции, что уйдет, то на смену этим эмоциям приходит хладнокровие, мои дорогие. И, видимо, оно совершенно необходимо, чтобы как и рассмотреть возможности, это мы по первой карте, так и понять, может быть, для кого-то более глобально, направление своей жизни, чем я буду заниматься в последующий период. И правда, некоторый выбор и организация жизни по-новому будет нас сопровождать всю осень. Посмотрите, у меня есть видео для вашего знака зодиака, для всех знаков зодиака, именно на осень, потому что осенние 3 месяца – это не есть как начало и окончание. Нет, за счет ретропланет это будет продолжено и на декабрь. А у нас есть еще ретро-уран, который находится в знаке зодиака Телец. А Телец – это у нас символ благополучия. И ретро-уран будет до конца января 2025 года. Поэтому то, чем мы будем заниматься, начиная с первых дней месяца сентября, будет иметь значение на достаточно далекий период времени. Что будет продолжаться?
Вам, видимо, вот такую перезагрузку, мои дорогие, сделать совершенно необходимо, потому что семерка жезлов– это есть какие-то сложности. И мы всегда говорим, в основном в картах Таро, это карта соревнования называется, когда на нас пытаются воздействовать, или нас пытаются к чему-то приобщить, или много какой-то ложной информации. Может быть, нас пытаются и зацепить где-то эмоционально, а мы должны быть как эмоционально устойчивые, так и понимать, продолжать какую-то свою траекторию движения. По этой карте временное такое состояние. Поэтому карта говорит, ты периодически будешь сталкиваться с людьми со сложным характером, или тебя будут пытаться где-то склонить к своей точке зрения, тебе могут что-то доказывать, или могут тебе словно бросать перчатку, вызывая тебя, как парировать кому-то. И перед тем, как вы будете действовать, вам придется постоянно анализировать обстановку. Мне нужно идти в этом направлении или нет? Или задать себе вопрос, для меня это будет служить прогрессом лет через 5, а через 2, а через год, а через полгода. Вот поверьте, вот эти вопросы, они часто помогают нам уйти от того, что малозначимо, или куда нас за счет эмоций пытаются вовлечь, втянуть, как в омут. А если мы так хладнокровно подумаем, да, вот мне это нужно, правда, будет это иметь значение через какой-то период времени, или в принципе это какая-то пустота. Скорее всего, в 50% случаев мы от чего-то можем и отказаться. Будьте внимательны, что вы будете именно продолжать. Вы, только вы определяете. Чем не соблазняться? Четверка земли или четверка пентаклей, я ее называю карта жадины, но не в этой колоде. И, знаете, есть несколько значений. Когда мы что-то контролируем, сохраняем, вот конкретно, как девушка сидит на сундучке, никому ничего не дам. Очень олицетворяет она смысл этой карты. С другой стороны, есть еще и другой смысл. Это когда мы растратили много денег и теперь вынуждены экономить. Вот так тоже сидим на сундучке и уже вынуждены считать то, что осталось. Поэтому контроль за финансами не должно быть как чрезмерно, если мы говорим карта жадины. Не должно быть, знаете, какой-то материализации сверх. И 15-й аркан нам ведь тоже говорит, не зависеть где-то от денег. Но и не впадать в другую крайность, когда мы себя обесточим в плане финансов. Считать, видимо, придется, сохранять придется, думать о завтрашнем дне, но не соблазняться на какие-то в течение сентября, возможно, крупные покупки, именно основанные на импульсе, потому что он сегодня есть, завтра он ушел. Или когда вас к чему-то могут склонить, и вы тоже в чем-то начнете участвовать, а потом посчитаете и скажете, эх, а зачем я это делал или делала? Поэтому внимание к финансам, чтобы не было вот такой синкопы, когда или пусто, или густо. Контролируйте все, мои дорогие. Но не будьте чрезмерно материалистичны. На что же нужно согласиться? На вашу интуицию. Самое главное, на вашу независимость. И если мы поставим вот так вот первое, как независимость, то все остальное, то, что я говорила, оно становится более понятно. Так у нас выглядит Верховная Жрица, и она всегда находится среди двух колонн, одна светлая, другая темная. Светлая– это то, что нам пытаются демонстрировать, говорить, это внешнее что-то, а темное то, что как причина и следствие, это то, что существует в тени, но это как раз наиболее важно. Карта нас призывает больше к терпению, где-то, безусловно, и интуиция прекрасный подсказчик, поэтому у вас интуиция в большинстве случаев работает прекрасно. Слушайте в любом случае, развивайте вот это шестое чувство, потому что в наше сложное турбулентное время часто это единственный наш помощник. По сути, это мы сами. И интуиция – это не есть элемент сознания, который больше основан на выхолощенных конструкциях как раз ума. Это больше наш вселенский как разум. Это подсказки как извне. Это некоторая иррациональность. Вот не бойтесь ее, потому что она вам будет правильные шаги подсказывать или давать правильное видение, как оценку ситуации, которая происходит вокруг вас. И, видимо, это совершенно необходимо, потому что основная задача, мои дорогие, ваша независимость. Как независимость эмоциональная,
чтобы не было, будем говорить, страстного отношения к чему-то. Иначе мы попадем на удочку к 15-му аркану, ну или по данной карте буквально сами себя поместим вот в эту клетку и закроем. Мы будем зависимы именно от наших сильных эмоций. Так и не должно быть какого-то материализма, об этом тоже говорят. Если мы видим только какую-то материальную сторону вопроса, мы тоже своего рода в какой-то клетке находимся, мы не видим, может быть, внешних событий, мы не видим, кстати, опасности. Мы становимся чересчур самонадеянны. И вот эти две составляющие нужно как-то элегантно соединить. Чего опасаться? Прекрасная карта, тройка жезлов, и вообще это расширение горизонты. Это то, горизонтов, это то, когда вы уже видите что-то, когда вы видите свои возможности. Это карта независимого взгляда, суждений, каких-то новых планов. Кроме того, это карта якоря, самоуверенности, поэтому не будьте где-то самоуверенны, потому что для вас как будто совершенно необходимо расширить эти горизонты, но предусматривать, что жизнь не бывает полностью предсказуема, и в любой момент что-то может измениться. И мы в самом начале с вами по девятке жезлов говорили, два направления: либо нам что-то угрожает, либо мы не должны упустить какой-то прогресс на будущее. Помните вот об этих двух составляющих. И если вы при этом как бы в середину ваших желаний, возможностей, в центр будем говорить, поместите вашу некоторую независимость, которую вы не должны утратить, тогда и взгляды, и суждения наши, они становятся не просто более объективны, а более хладнокровно наше видение конкретного процесса или какой-то обстановки, или как ведут себя, пусть люди даже, да, могут нам ведь транслировать все, что угодно, мы говорим две колонны, но существует то, что в тени. Ваша задача это увидеть, просчитать, как раз согласиться. Может быть, даже я могу предположить, какой-то проект, к примеру, может выглядеть более пафосно, но за этим ничего не стоит. А какое-то дело будет начинаться с чего-то малого, мои дорогие, но иметь прекрасное продолжение. Будьте мудры. 3 главных события. Давайте посмотрим. Первое. Король Пентаклей. Это могут быть вопросы, связанные с деньгами, с семьей, с вашей работой. Король Пентаклей – большой консерватор. И неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Да, это для девочек это может означать, и если вы, предположим, в паре, если вы человек семейный, это может быть ваш супруг, это может быть и какое-то совместное дело, это обустройство вашего дома, есть какое-то взаимодействие именно внутри вашей пары. Для кого-то это может означать новая должность по работе или какое-то новое, как новая ступень бизнеса, возможность заработать деньги. И если мы про консерватизм, консерватизм как раз и где-то перекликается с четверкой Земли, потому что король Пентаклей и благодаря своему консерватизму имеет как и статус, так и имеет уверенность. В сложную минуту у него всегда есть на что опереться, правда? С другой стороны, если мы говорим про вдохновение, особенно для тех, кто занимается своим либо трудом, либо творчеством, свое личное дело как-то развивает, тут без творчества не обойдешься. И тогда король Пентаклей вот здесь у него со скрипом идет, потому что он верит тому, что он может осязать. А то, что наше вдохновение, его не переложишь в материальную плоскость. И где-то мы об этом говорили. Для вас придется соединить, мои дорогие, возвышенное и земное. Давайте посмотрим, чего это может касаться, чем дело кончится. Конкретно спросим по королю Пентаклей. Это могут быть вопросы с банками, допустим, то, что вы решаете. Или какие-то структуры, это тоже может быть. Но для кого-то я больше вижу, что это вопросы вашей пары. Если мы говорили, дверь открыта или закрыта, будет самое важное значение, принципиально иметь, то здесь у нас дверь в сейф, и открываете вы ее сами. То есть это ваши, опять же, возможности. Причем более чем
прогрессивные, более чем уверенные, когда вы остаетесь довольны, как и заработать деньги, так и дома сделать что-то очень хорошо. И дальше, если чем дело кончится, не могу сказать, что по пажу жезлов что-то заканчивается. Нам говорят о новых начинаниях или о новой организации жизни, или у кого-то вопросы, связанные с детьми. Двери, опять же, открываете вы сами, мои дорогие. Конечно, вы можете быть как вот со стороны этого пажа, когда это вы куда-то приходите. Может быть, это вы начинаете какое-то дело. И тогда, чувствуя себя новичком, вы пытаетесь найти то место и ту дверь, за которой находится ваша мечта, или там, где ваше хорошо, там, где ваше счастье. У кого-то буквально так проиграется. Тогда двери вам открывают, мои дорогие. Но элегантно вести себя как бы предусматривается по этой карте. Почему? Потому что мелкая карта. Нет еще какой-то надежности. И дальнейшие действия, они не предопределены. Придется так вот аккуратно, шаг за шагом, что-то продолжить, чем дело кончится. Если мы спросили, отнюдь не заканчивается, нам как будто даже рады, и двери перед вами открываются, но вести себя где-то внимательно и осторожно придется. Хорошо, чем сердце успокоится. И это все то, что касается финансов, решения вопросов, может быть, даже по документам через финансы или по поводу недвижимости, имущества. Все то, что сводится к финансам. Посмотрите. И снова выпадает карта Верховная Жрица. И чем сердце успокоится. Не могу сказать, что как-то вот совсем успокоится. Энергии меняются. С одной стороны, вашу независимость нужно сохранять. Но эта независимость не должна быть брошена, как мокрое полотенце кому-то по лицу. Безусловно, нет. И я не могу сказать, что это какая-то хитрость ваша, но определенная какая-то немногословность, анализ ситуации, причем постоянный. Две карты старшего аркана, Верховная Жрица. Это карта тайны. Оставайся непроницаемым и будь очень проницательным. Это как будто дважды вам помогает. Второе важное событие, давайте узнаем, чего это может касаться, какие энергии. Королева жезлов. Это карта сильной позиции, когда вы многое можете конкретно решить по делам, по вопросам с документами связанные, или денежные какие-то ваши, закрыть проблемы, вопросы. Если мы говорим о бизнесе, как раз правильно организовать что-то, именно финансовую сторону дела, потому что правильно умеет распоряжаться королева жезлов. Пусть не в этой колоде, вот мы спрашиваем про двери, а королева наша здесь показана в триумфальной арке из цветов. Поэтому именно какой-то триумф, победа. Но пусть в других колодах есть значение, что королеве жезлов не раз приходилось, ее жизнь как будто ставила на колени, но она научилась подниматься вновь и вновь. И поэтому вот эта резистентность высокая, умение сопротивляться каким-то сложностям и дает сильную позицию. И в основном, конечно, это касается либо наших дел, либо работы, либо заработков. Нет ничего невозможного, вот что я вам хочу сказать. 3 главных события, посмотрите, как дела, работа, бизнес, может быть у кого-то учеба, как оформление документов, как разобраться с денежными делами, вопросами, заработать деньги или как я буду зарабатывать в последующем, организовать свою жизнь как-то совершенно по-новому. И, по сути дела, вот она независимость. И вот оно благополучие, и где-то изобилие, процветания. Взаимосвязаны все события. И какие бы вопросы вы здесь не занимались какими бы вопросами, вы их будете сводить к тому знаменателю, который как раз и означает не просто независимость, а еще и уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне. Наверное, вами будет руководить вот это желание, основное, себе, самому или самой, не навредить, не сделать что-то на автоматизме. Чем дело кончится? Действительно, вот все то, что я сказала, 9 кубков, двери открыты, нам показан человек, который пришел в таверну, в ресторан, и богатый человек. Он может позволить себе все то, что он хочет. Это ему прислуживают. Эта карта, пусть я ее называю карта эгоиста, но это карта наших уже как бы получения денег, к примеру, нашей самодостаточности,
где-то нашей самоуверенности, но она не должна перерасти в самонадеянность. Вот, может быть, поэтому карты нам и говорят, у вас может быть получена какая-то крупная сумма денег, которой нужно будет правильно распорядиться, мои дорогие. Или для себя стратегию, тактику на будущий период времени, откуда ко мне будут приходить деньги. Или каким образом. Может быть, какие-то счета в банках вам нужно либо согласовать, либо банк поменять. Ну вот есть какая-то составляющая по части денег. И захочется где-то расслабиться, у вас, правда, сильная позиция. Но она больше приходит к вам через деньги. А вам как будто нужно ее перевести в карту, если я сказала возвышенное и земное, то вам нужно перевести именно земное в возвышенное, или как минимум совместить эти две составляющие не хлебом единым, ведь проигрывающая сила в последующем будет именно по карте эго, какой-то материализм. И без, может быть, какой-то мечты, идеи или что-то, как знаете, цель, миссия вашей жизни, вперед идти невозможно. Поэтому вам предлагают карты видеть не просто на пару шагов вперед, а на какой-то далекий период, может быть, и конкретно какие-то вопросы вы будете решать, согласовывать, подписывать бумаги, документы, и вы должны понимать, перед тем, как я поставлю подпись, что это будет для меня означать, опять же, через 2 месяца, через 2 года, или перед тем, как я на что-то соглашусь, что это тоже для меня, какие в последующем разовьются события. Вот нельзя расслабиться, хотя захочется. И вроде как к этому будут предпосылки. Но почему-то так. Ведь еще, если мы говорим про нумерологию, то тогда обратите внимание, 2 девятки. Девятка жезлов. И нам говорят, будь где-то внимательный, не торопись. А здесь... это, если мы говорим дела, работа, бизнес, деньги где-то, но это еще наше решение на уровне решений. А здесь уже конкретное получение денег. Так вот, девятки – это преддверие, прелюдия, перемен. В последующем что-то будет меняться. Вот у вас по переменам как бы прелюдия, 2 карты. Будьте внимательны. Правда, что-то нужно сохранить и продолжить. Чем же сердце успокоится? Давайте узнаем. И не успокоится сердце. В последующем будет много путаницы. По пажу кубков с одной стороны. Могут быть какие-то приятные эмоции, или я сказала, хочется расслабиться. Но вот этот человек конкретный, дверей нет. Здесь и пространство, посмотрите, как выжженная степь. И в этой степи идет человек с некой рогатиной. Да, вроде как лоза, по которой когда-то искали воду. И это, кстати, новая колода, которая не имеет какой-то очень далекой истории. И нам говорят о том, что теперь 1001 способ найти эту воду более надежным путем, добыть эту воду также. Нам показан именно тот человек, который сам идет не зная куда. И занимается без уверенности, что у него что-то получится. Поэтому, если сердце успокоится, мы уже сказали, будет желание внутреннее где-то расслабиться, себя не тормошить или что-то поставить на паузу. И поэтому будьте внимательны, есть возможность что-то упустить. Рядом у нас 9 кубков, и мы только что об этом говорили. Все должно быть у вас под контролем. И, возможно, сердце успокоится какими-то приятными событиями. Но имейте в виду, что для вас какая-то более глобальная задача может стоять в сентябре. Даже какую-то радость или какую-то новость вы не можете отложить на потом, а в моменте здесь и сейчас подумать, как я из этого чего-то доброго могу создать хорошее продолжение или добрый прогресс. 3 событие. Аркан повешенный. И в этой колоде карт двери. Так вот, дверей открытых-закрытых нет. Нам показан человек, который сам показывает фокус. Он демонстрирует свои какие-то экстра особенные возможности, способности. И в этой колоде карт нам говорят, будь внимателен, где-то не заиграйся. Или не помещай, не изолируй себя где-то от общества. Вот мы с этого начинали, клетка. Не будь в каком-то состоянии, когда, может быть, где-то чья-то пафосность или лесть, или какие-то пустые обещания могут тебя словно поместить в этот куб с водой, когда за тобой наблюдают, а ты-то ничего не видишь.
ты-то ничего сделать не можешь. Ведь задача вот этого ныряльщика удержать дыхание, самое главное. И поэтому карта именно в этой колоде закрытой двери, если мы говорим. Тут не просто двери, а какое-то закрытое пространство. И я могу сказать, вы не должны собой рисковать. Будьте независимы. Независимость это не имеется в виду только независимость суждений. Независимый это значит не попасть в просак. Независимость это значит не попасть в какие-то, к примеру, долговые обязательства. Независимость не подписать ненужный документ, мои дорогие. Вот есть что-то, мы где-то косвенно уже об этом говорили. Когда, может быть, для вас оставаться, в некотором плане, как полностью свободным человеком. Я не имею в виду личную жизнь, я имею в виду вашу личную свободу, когда нет сдерживающих факторов, которые будут напоминать словно куб. Или в других колодах карт тупик, да, чаще всего человек показан нам бывает подвешен на какой-то жердочке. Поэтому не создайте для себя какой-то тупикового вопроса, ситуации, не рискуйте собой. Чем дело кончится? Знаете, у кого-то может решиться как-то благополучно финансовый вопрос. Может быть, это по части работы или как-то через личную жизнь. Но тогда я могу предположить, могут вокруг вас появиться какие-то желающие, которые, так слегка захотят присоседиться либо к вашим финансам, либо каким-то вашим возможностям. Пусть это через работу, через получение новой должности. Одним словом, те, которым вы можете быть чем-то полезны. И тогда они будут вам говорить, какие-то очень приятные вещи, если мы говорим про пафос, или буквально льстить, или наоборот, могут как-то так вас втягивать в какое-то решение того или иного дела, а вам туда не надо. По 7 жезлов мы ведь об этом говорили, и это будет продолжаться на весь сентябрь. Чем дело кончится? Ваша задача. Синхронность, видите, уметь вынырнуть, открыть вот эти самые двери. Вы должны оценивать окружающих, это карта нам так говорит. От синхронности будет зависеть, вот откроется та дверь, которая расположена на дне бассейна или нет. Поэтому, если вам что-то обещают, посмотрите, как человек действует, как далеко он готов зайти, насколько вы на него можете положиться, насколько он будет с вами синхронен, или вам придется тянуть какую-то лямку в одиночестве. И карта подсказывает, что 2 пентаклей – это есть всегда взаимодействие. Дело кончится, если ты как будто заручишься помощью надежных людей. Есть какое-то сотрудничество у вас, но это возможно только даже один человек, кому вы можете доверять. Может быть, это как один партнер по браку или по вашему союзу. Может быть, один человек, связанный с вашей работой. Нет какой-то толпы. У нас как раз более в негативном положении именно выпадает 7 как жезлов. Когда это кому-то от нас что-то нужно, от вас, мои дорогие. А карта нам говорит, что да, дуальное сотрудничество предполагается, чем дело кончится. Кто-то может прийти на помощь. Или когда мы с кем-то взаимодействуем слаженно. Но отнюдь это нам не говорят о каком-то коллективе. Вот для кого-то это имеет значение. И чем сердце успокоится, давайте тоже достанем карту. Опять же не успокоится. Действительно, что-то будет продолжаться, я говорила еще до карт, потому что все транзиты, которые начинаются, и многие уже сейчас, к примеру, Сатурн в рыбах, и вы можете ощущать эти энергии. Кстати, есть события до конца 2024 года, так называется видео, и вы можете посмотреть. Или там вот как раз про Сатурн в рыбах, как влияет на все знаки зодиака, найдите свой знак. И тут действительно что-то продолжится заходом на 2025 год. Так вот, 7 мечей. Нам девушка показана, которая рисует дверь. Вот эта дверь, которая есть в реальной жизни, она закрыта. И девушка хочет ее чтобы она открылась. Она по-своему видит возможности, она по-своему как-то оценивает как обстановку, так и мир. Где-то она бросает вызов тем, что она пытается или думает, нарисует сейчас эту дверь
И вот та дверь, которая настоящая в реальной жизни, она сумеет открыться. В реальной жизни этого не произойдет, и если мы говорим, чем сердце успокоится, конечно, этим не успокоится. По семерке мечей у нас еще проходит как карта вора, пусть не в этой колоде, но то, что нужно быть предельно внимательным, где-то не замечтаться, не быть в этот период, может быть, экзальтированным. Вас могут уговорить банально на какую-то ненужную направление или участвовать в каком-то вопросе, в какой-то теме, и вы, согласившись на то, что для вас не может быть или не будет служить прогрессом, вы себя словно помещаете в какую-то зону ограничений, мои дорогие. Будьте внимательны. И из этой зоны ограничений вам тогда придется выбираться. И здесь, понимаете, как будто мы тоже ведь в замкнутом пространстве, опять же, находимся. И мы можем себе какими-то иллюзиями питать себя и думать, что я сейчас поступлю одним способом, и это мне поможет решить какой-то вопрос. Неважно, какой сферы жизни касается. А нам ведь карта говорит совсем о другом. Буквально оставь эту картину, подойди к двери и открой ее сам. Семерка мечей всегда призывает быть реалистом и контролировать все в мелочах. По-другому как будто нельзя. Иначе мы замечтаемся и что-то упустим. И мы уже об этом с вами где-то говорили. Может быть, и есть человек, который вам готов прийти на помощь. Или я больше склоняюсь к тому, что это будет какое-то, может быть, и предложение, которое выглядеть может очень заманчиво, а для вас будет очень важно просчитать. А если это предложение связано конкретно с человеком, пронаблюдайте за человеком, насколько он далеко готов зайти в этом деле, если это дело совместное. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.